Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства и владения, движения, творения, или коротко ВДТ, и я, Алексей Аверьянов. Сегодня мы приехали в подмосковную Жуковку, самую богатую деревню на Рублево-Успенском шоссе. И я вам сегодня сделаю обзор по дому, который является проектом точечного девелопмента от наших коллег. Мы уже видели похожий проект в Раздорах, но этот проект сделан под тапочки, с полным декором, с меблировкой. В общем, так, как вы любите. Краткие характеристики проекта. Участок 19 соток, 5 спален, каждый со своим санузлом, бассейн, сауна, тренажерный зал, гараж на 2 машинных места с зарядкой для электроавтомобиля, техническая кухня с отдельным входом, двухкомнатная квартира для персонала и множество классных дизайнерских, интерьерных и архитектурных решений. Ну что, готовы? Поехали! Дом под тапочки с полным хоум-стейджингом, очень много зелени, просматриваемость от входа до заднего двора, приятный ненавязчивый дизайн, при каждой спальне свой санузел, так спокойненько плаваешь по бассейну. Не жизнь, а малина, вообще шикарно просто. Друзья, мы находимся в деревне Жуковка, она считается самой богатой деревней в России, потому что здесь практически проживают миллионеры. Даже имея просто самый какой-то старый дом на земельном участке, эти люди считаются миллионерами, потому что стоимость земли здесь от 3 миллионов за сотку, а нормальные участки где-то 5, 6 до 8 миллионов рублей. Но при этом это обычная деревня, по официальным данным здесь проживает 500 человек, и еще эта деревня считается самой обеспеченной с точки зрения инфраструктуры на одного жителя, потому что здесь находятся 2 элитные школы, 2 торговых центра, 4 ресторана, несколько медицинских центров, церковь, супермаркеты, фитнес-центр, спортивные площадки и много-много чего еще. Но при этом это все равно деревня, то есть здесь каждый может сюда спокойно пройти, нет никакой охраны, ничего. Вы знаете, что на Рублевке очень мало поселков с развитой инфраструктурой. Дело в том, что не было нормального количества землеотводов, где бы эти поселки развивались, но поскольку престижность трассы, большая инфраструктура, то люди начали потихонечку сносить старые дома, строить новые. И, собственно, тот вариант девелопмента, который я вам сейчас покажу, и произошел на одном из участков, где наш коллега, тоже точечный девелопер из компании Choice Estate, сделал даже не точечный, а многоточечный девелопмент, потому что он разместил аж 3 дома на участке общей площадью чуть больше 60 соток, поставил небольшой пост охраны, поставил шлагбаум, сделал шикарнейшую площадку. То есть, по сути, мы находимся на тупиковой улице в деревне, где стоят 3 дома и еще несколько соседних домов, которые имеют общий въезд. Участок достаточно далеко от шоссе, поэтому здесь тишина, спокойствие, множество деревьев, очень классное, приятное место. Удалось выделить 50 киловатт на участок, подключиться к центральной канализации, убрали все столбы и проложили электрику по земле и установили декоративную подсветку без каких-либо проводов. Очень приятное место, даже не верится, что мы находимся в Подмосковье, просто в обычной деревне. Дополнительно сделали еще благоустройство этой территории, все очень так цивильно выглядит. Плюс самое интересное, что они заменили соседям заборы, чтобы это все смотрелось приятно и так плюс-минус в одной концепции. Друзья, приглашаю вас на участок. Вообще участок огорожен забором в виде таких столбов и секций. Вот можно по калитке посмотреть. Он прозрачный, но за счет того, что очень много зелени, очень много насаждений, в том числе и туй по периметру, участок практически не просматривается. При этом изнутри он смотрится очень воздушно. Понятно, вызывная панель для домофона, калиточка, позвонили, вам открыли, заходим сюда. Гранитная плитка, декоративные клумбы в виде прекрасных цветов. Здесь же вот эта белая гальчика, которая тоже очень красиво блестит, сейчас особенно на солнце, контрастирует с зеленым цветом, очень классное сочетание. Газон, здесь уже какие-то фантазии на тему ландшафта будут у будущего собственника. Давайте обойдем сейчас полностью этот дом вокруг, и я вам покажу по фасаду. Основная часть фасада сделана из травертина, вот такого формата плитки. Травертин хорош тем, что у него однородная фактура и нет ярких пятен. Посмотрите, как обыграны углы, то есть получается, что здесь не запиливали, а просто сделали в разбежку, то есть одна плитка выходит с этой стороны, одна с этой стороны. Смотрится очень красиво. Также очень круто сделано примыкание, вообще небольшой цоколь гранитный, буквально 5 сантиметров дальше от мостка из той же самой гранитной плитки. Все в единый уровень с участком. Выглядит это все как такой монолитный, стабильный, долговечный дом. По фасаду выполнена подсветка, светильники,
которые светят в обе стороны. Они расположены и на первом, и на втором уровне. Второй уровень облицован лиственницей, смотрится, как будто бы это такие реечки. Темного цвета, очень тоже долговечное решение. Крыша у этого дома плоская и выполнена система отвода воды снаружи. Сделано это все очень аккуратно, то есть труба практически полностью подходит к решетке, все это сливается в ливневую канализацию, и можно здесь видеть провод, сделан для того, чтобы не происходило обледенение. Про все эти двери я вам расскажу, когда мы будем находиться внутри и будем обсуждать соответствующие помещения. А сейчас давайте посмотрим террасу. Терраса тоже вымощена из гранитной плитки. Получается, что есть выход со стороны столовой зоны и со стороны ТВ-зоны. И очень уютно, потому что с той стороны мы соседа не видим. Здесь практически за счет того, что деревья, тоже никого не видно. Но вы спросите, а где же навес? Да? Конечно, терраса в нашей климатической зоне без навеса не работает. И я вам часто показывал, что вот есть выводы под электрические маркизы. И здесь первое место, где мы можем как раз показать, как устроена электрическая маркиза. Тоже берем пультик, нажимаем на кнопочку, и она выдвигается. В этом случае стол на 8 посадочных мест можно будет немножко развернуть, потому что если он так стоит, чуть не хватает места. Но, в принципе, пространство под навесом, оно большое и вполне комфортно будет здесь находиться. Более того, у этой маркизы есть датчики от штормового ветра, то есть если поднимется какой-то очень сильный ветер, то она почувствует это и автоматически закроется. Ну, сейчас солнце, поэтому давайте им насладимся и, собственно, закроем эту маркизу. Она нам пока не нужна. На зону террасы выведена уличная акустика, 2 колонки. Также все это подключается к системе мультирум и можно включить музыку. Кстати, классное решение, даже если не собираетесь ставить, как минимум провода вытащить можно. Вот. Ну и по периметру всего дома сделаны камеры видеонаблюдения с расчетом на то, что любой угол подхода он будет зафиксирован. Этот дом просто рай для перфекциониста. Посмотрите, как сделаны все стыковки различных материалов, все в единой плоскости. Отливы буквально тоже на 5 сантиметров, сделаны из гранита. Они защищают окна от дополнительных осадков. То есть, с одной стороны, вроде мы практически в единой плоскости, но при этом окна находятся чуть выше уровня нулевой отметки. Окна сделаны из лиственницы, большие по высоте, и также вот эти открывающиеся створки, они тоже на всю высоту, без каких-то импостов сделаны. Только сейчас обратил внимание, что над столом на террасе находится шикарнейший дуб. Он, кстати, растет на соседнем участке, но ветки его выходят сюда. Сидишь наверх, смотришь, блин, красотища просто. Друзья, давайте теперь развернемся и посмотрим на участок. Я напомню, он 19 соток, но за счет того, что очень грамотно расположен дом, образуется шикарнейший бэк-ярд, так называемый. И вот чем хороша такая более старая застройка. Во-первых, огромное количество высоких взрослых деревьев, в частности, Рублевка славится своими соснами. Посмотрите, какое количество макушек мы отсюда видим. Но застройщик этим не удовлетворился. Он посадил на 3 участках аж 200 дополнительно деревьев и кустов. И действительно очень много зелени, плюс ровная площадка самого участка, застеленная газоном. Но удалось сохранить и садовые деревья, которые здесь находятся и растут уже много десятков лет. Посмотрите, какой толщины эта яблоня. Более того, она еще и плодоносит. Одна яблоня, вторая и вот третья тоже. Мне кажется, это здорово, потому что, в принципе, это место с историей. Вообще, этот участок общей площадью 60 с лишним соток принадлежал герою Советского Союза Георгию Байдукову. Он летчик-испытатель, который вместе с Чкаловым совершил тот самый известный перелет через Северный полюс. Мне кажется, что здорово проживать в том месте, где есть какая-то история, а не просто было голое поле. Я обычно в выпусках вам показываю виды из окон изнутри помещения. Давайте посмотрим, как они смотрятся снаружи. Тем более, что задний фасад этого дома, он выходит полностью на участок с самыми главными помещениями. Это столовая, одна из спален наверху, гостиная. И, кстати, вот отсюда как раз можно видеть, как дом буквально прям просвечивается полностью от одного фасада до другого. И отсюда можно увидеть, как люди входят в калитку. То есть, например, встречаешь гостей, посмотрел, а вот идут, помахал им.
Над гостиной расположен санузел хозяйской спальни. Дальше идет бассейн, тоже с видом на природу. Видно отсюда, как подсвеченные полки в сауне. То есть, опять же, в сауне сидишь и через помещение бассейна смотришь на природу. И главная спальня, тоже можно обратить внимание, что отсюда кровати не видно. Кстати, обратил внимание на пример очень грамотной оптимизации, в частности, зеленая изгородь, да, между двумя участками. С одной стороны посажены туи, а вот с этой части уже с другой стороны посажены туи. То есть не надо обязательно с двух сторон, и получается, что мы закрылись друг от друга, и при этом еще и разнообразие определенное. Тут легкий кованый забор с туями с той стороны, а здесь просто туи. Шикарное решение. Ну и остался у нас последний фасад с этой стороны. Он достаточно понятный, больше носит техническую функцию. В частности, например, здесь установлена вот такая внешняя лестница, через которую можно забраться наверх, потому что на крыше установлены, например, внешние блоки от кондиционирования, их нужно обслуживать. Плюс лесной участок, могут там падать какие-то листья, и нужно будет ее чистить. С этой стороны все тоже так же аккуратно сделано. Даже такой вот перфекционизм. Обычно желтые трубы газоснабжения покрасили в серый цвет, такой же абсолютно цвет, как цвет окон, и уже абсолютно нормально выглядит. Ну, к сожалению, такие вещи в принципе спрятать невозможно никак, но сделать так, чтобы это было просто минимальная труба и сделанная под цвет адекватный, это правильно. Это лестница в блок для обслуживающего персонала. Мы обязательно туда еще поднимемся. Очень тоже интересное решение, которое позволяет сэкономить пространство внутри. Мы обычно такую лестницу делаем в зоне гаража, но она все равно получается, что уменьшает пространство в гараже. Здесь она вынесена наружу. Получается так, что персонал вообще не пересекается с хозяевами дома. Перед гаражом у нас большая площадка. По-хорошему может даже поместиться 3 автомобиля. Один вот сюда встает, 2 сюда. То есть для гостей места хватает. Ну, плюс еще, естественно, парковка снаружи участка. Чтобы у вас полная картинка по фасаду сложилась, с передней части фасада получается окна, 2 комнаты для обслуживающего персонала над гаражом. В центральной части находится холл, прихожая со 2-м светом, спальня гостевая на 1-м этаже и одна из спален на 2-м этаже. Ну что, пора пройти в дом? Приглашаю! Наконец-то настало время показать вам дом изнутри. Сделаю я это во всех подробностях. И первый выпуск, который я решил снять в тапочках, потому что, собственно, дом под тапочки. Попробую себя ощутить хозяином этого дома ровно так, как будет себя ощущать будущий собственник. Взял с собой тапочки и заехал, будет здесь жить. Попадаем в дом через большую портальную дверь. Здесь как раз реализована концепция 2-го света. Вы помните, наверное, выпуск по дому в раздорах, который по похожему проекту построен, и там много было комментариев, что это какой-то фейковый 2-й свет, что это дизайнерское решение должно быть где-нибудь в гостиной с видом на участок. Но на самом деле с архитектурной точки зрения, с точки зрения планировки, это очень правильное решение, потому что у нас просматриваемость идет от входа до заднего двора, дом немножко вытянут в участке, участок достаточно узкий, и этот 2-й свет ощущается в том числе из гостиной, мы это еще увидим. Что удобно еще здесь? То, что при входе есть шкафы, то есть можно, зайдя с улицы, развесить какую-то одежду, расставить там обувь. Закрытые они тонированными темными стеклами, которые как зеркала еще в том числе работают. В сам дом мы можем попасть как с главного входа, так и из гаража. И мне кажется, что здесь почти идеально реализован узел гаража, гардеробной и прихожей. Гардеробная находится в отдельном аппендиксе, то есть она не является проходной. Человек, который выходит из гаража, может в нее даже не заходить. Здесь много пространства для размещения, в частности, например, обуви. Очень удобные полки. Можно поставить, наверное, по 3-4 пары на каждую. Туда еще 2 пары. Шкафчики, которые раскрываются с такими интересными механизмами для людей, у которых рост не очень большой. Все повесил, раз, и обратно задвинул. Очень удобно. И то, что эти гардеробные уже выполнены полностью, тоже с красивой подсветочкой, с классной фурнитурой, говорит о, собственно, готовности дома под тапочки. А вот и вход из гаража. Гараж
на 2 машины места. И мне еще нравится, когда гараж не просто плотный, вот на 2 машины и все, больше ничего не встает. Здесь есть небольшое пространство, куда можно квадроцикл поставить, велосипеды поставить. Вот в этой части они абсолютно никому мешать не будут. Что интересного из гаража? Ну, понятно, автоматические ворота. Обязательная техническая раковина должна быть в гараже, чтобы даже просто руки помыть после того, как ты приехал. Стены тоже немножко декорировали. Ощущение то, что это не гараж где-нибудь в бизнес-центре, да, а все-таки гараж в жилом доме. Понятное дело, что это отдельный вход, тоже очень удобное решение. И, ребят, у нас тенденция к тому, что все-таки потихонечку электромобили входят в нашу жизнь. В этом доме 50 киловатт электричества и возможность заряжать свою Теслу в своем собственном гараже. Очень удобно, потому что деревенский тариф, вечернее время, спокойно заряжаешь. Если будете планировать свой дом, обязательно заложите как минимум просто кабель и возможность подключения по 3 фазам для установки будущей системы зарядки. Не знаем, как будет активно развиваться рынок электромобилей. Возможно, через 5 лет это вообще станет нормой и не нужно будет прокладывать дополнительные кабели для того, чтобы заряжать ваш автомобиль. Давайте посмотрим, как она тут. Вот так на кнопочку вытаскиваешь, разматываешь провод. Кстати, посмотрите, ни разу не видел. Интересный штекер. 1, 2, 3, 4, 5 больших и 2 маленьких. Ну, здесь какое-то, видимо, табло должно показывать. Вот, ребята, кстати, наши занимаются этими зарядками, универсальные, то есть можно и Теслу заряжать, и какие-то другие автомобили. Технические шкафчики. Здесь расположены усилители для колонок. Во всем доме установлена система мультирум, то есть можно слушать музыку прямо с мобильного телефона в любом помещении. Собственно, по гаражу здесь больше добавить нечего. Пойдемте дальше. С левой стороны первая дверь ведет в гостевую спальню. Она же может использоваться как спальня для пожилых родственников, например. При входе, понятно, включение света, управление отоплением, управление кондиционированием. И посмотрите, какая классная комната, тоже с большим панорамным окном. Оно выходит на передний дворик, но опять же за счет того, что высажены деревья, туи, газончик, все это в единой плоскости с земельным участком, с возможностью в том числе и через дверь выйти на него. Шикарная комната, я бы с удовольствием размещал в этой комнате своих гостей. Очень приятный, ненавязчивый дизайн, нет каких-то супер индивидуализированных решений, и, собственно, это нормально для дома, который выставлен на продажу. И меня часто на консультациях спрашивают, а как же так угадать с потребностями будущей целевой аудитории, которая покупает дома за миллионы долларов. Друзья, делайте в современном стиле, без кричащих каких-то элементов. Это тот дизайн, который нравится условно 80% потенциальных покупателей. Я вам рассказывал уже много раз, и мы часто в домах встречаем вариант освещения в виде трековых светильников. Обычно они располагаются на потолке, но здесь сделали трек, который заходит еще и на стену. Магнитный трек, в нем светильник, который на магнитике раз и туда вставляется. То есть его можно поместить в любое место, повыше, пониже, направить в какую-то сторону. Здесь использовали его как такой свет, который помогает при чтении, например. При каждой спальне обязательно есть свой санузел. Здесь он очень компактный, небольшой, но при этом посмотрите, какая большая душевая зона. Сюда заходишь, спокойно перемещаешься, можешь мыться, нигде ни за что не цепляешься. Встроенный в пол трап, небольшой уклон, нет никакого порога здесь, отделено стеклянной перегородкой. Большая раковина, встроенный в стену смеситель, зеркало с подсветкой и много места, куда можно все расставить. Какие-то аксессуары уже даже здесь присутствуют. В этой комнате нет своей гардеробной комнаты, но есть просторные шкафы, куда тоже можно много всего повесить. Все шкафы выполнены с подсветкой, то есть при открывании сразу включается свет. Мы еще этого коснемся. В каждой комнате установлены электрические приводы штор. Берешь пультик, нажимаешь на кнопочку, и шторы закрываются. Шторы плотные, практически не видно света, то есть можно сказать, что это шторы с эффектом blackout. Друзья, я вам часто в домах показывал, как выполнен так называемый теневой плинтус. То
То есть это зазор между стеной и полом. Но здесь посмотрите, как круто выглядит световой плинтус. То есть по сути это тот же самый зазор, примерно 2 сантиметра. Единственное, что туда вставлен профиль и есть светодиодная лента. Сделана такая подсветка прям по всему периметру. Ну, понятно, что под дверьми ее нет, но зато это все очень здорово перекликается с закарнизной подсветкой на потолке, которая тоже обрамляет весь контур этого помещения. Что у нас здесь? Как думаете? Ну, конечно же, при прихожей должен быть гостевой санузел. Он тоже здесь очень компактный. Вот, кстати, первый раз я увидел умный унитаз от компании Вilleroy Boch. Вообще, Вilleroy Boch один из лидеров по производству санфаянса, такого элитного. Вот, но первый раз я увидел именно умный унитаз от них. Здесь висит на стене пультик. Он умеет автоматически открывать, закрывать крышку, проветривать внутреннее пространство, чтобы не было запаха. Ну, естественно, гидромассаж, подмыв, подогрев сидушки, подсветка еще самого унитаза в ночное время тоже очень удобно. В общем, полноценный дополнительный еще технический прибор. Друзья, еще хочу обратить внимание на вот эти декоративные вентили. На самом деле они выполняют функцию запирания воды, то есть здесь выполнена лучевая система. По сути, от бойлера из котельной идет отдельные контуры на каждый санузел, и можно закрывать холодную воду, горячую воду и контур рециркуляции. Обычно, когда идет разводка горячей-холодной воды, то появляется где-то пространство, так называемый коллекторный шкаф, куда подводится эта вода, а дальше она распределяется на разные санузлы. Этот шкаф, он представляет из себя все равно какой-то лючок доступа, прорези и так далее. Вот чтобы этого не было, делается лучевая система и вот такие декоративные вентили. Мне кажется, очень даже удобное решение. Может быть, возьмем себе на вооружение. И очень нравится мне, как здесь тоже сделан потолок. То есть небольшое расстояние от стены. Все сделано очень ровно, и при этом там еще проложена тоже светодиодная лента. То есть получается, как будто вот потолок независимо висит и левитирует над тобой. Очень круто. Друзья, этот дом выполнен вот прям конкретно под тапочки с полным хоум-стейджингом. Здесь даже используются элементы ароматизации. Вот такие диффузоры стоят с палочками. По всему дому шикарный аромат. Плюс дополнительно выведены системы мультирум, то есть играет музыка. Но мы ее специально отключили. Вот, но на показе музыка здесь включена и создается просто наиприятнейшее впечатление. Очень много декора. Очень много, вот, например, зелени, да, все это живые цветы. Деталям уделено огромное количество внимания, и от этого, конечно, совершенно по-другому воспринимается дом. Но если вы и здесь скажете, что вам неуютно в этом доме, ну, я не знаю, что для вас тогда можно сделать. Холл, прихожая плавно перетекают в гостиную, тот самый просвет, который мы изначально видели снаружи. И очень прикольное решение, как мне кажется, для разделения зоны холла и гостиной в виде вот таких сдвижных стеклянных дверей. Они сделаны из тонированного стекла. 4 секции, массивные, но при этом очень легко двигаются. Вот так вот раз, и пространство объединено. То есть спокойно люди перетекают из одного места в другое. Но взяли, потянули за дверцу, и она гармошкой вот так вот тянет одно за другое, и спокойно все закрывается. То есть даже хрупкая хозяйка легко сможет справиться с закрыванием такой двери. И это не глухая перегородка, они сделаны из тонированного стекла, просто разграничивают пространство. Теперь давайте посмотрим на помещение. Самое главное в этом доме — это гостиная, кухня, столовая. Мне очень нравится, как она разбита на различные модули, различные зоны. Это ТВ-зона, зона у камина, столовая, кухня. И можно так сказать, что зона террасы, которую мы видели снаружи, тоже является одной из зон, потому что она вот в едином периметре находится. Давайте начнем с кухни. Здесь, мне кажется, один из идеальнейших вариантов организации кухни. Сейчас тенденция пошла к тому, что люди дома не очень много готовят, поэтому делать огромные кухни перестали. Здесь организован очень удобный остров. Он большой, его хватает для того, чтобы сервировать. Здесь же барная стойка. Здесь зона приготовления, раковина, варочная панель, достаточно пространства между ними, чтобы что-то поставить. И сверху красивая витрина, стекло
цвета шампань. Здесь декораторы уже выставили определенный набор посуды, ну, естественно, новый собственник заедет со своей посудой и все красиво расставит. Ну, а если нет, то, в принципе, даже вот так уже оставить будет замечательно. Столешница выполнена из мрамора, также мрамор заходит на стену, подсветочка. Интересный смеситель, который в себе содержит и питьевую воду, отдельный краник здесь идет, и обычную воду. Вот. Плюс он выдвигается, здесь гибкий шланг, и можно дополнительно, вот, например, кастрюлю налить. Очень удобно. Также здесь установлена система измельчения бытовых отходов. Вот. Туда можно набросать, там, не знаю, кожуру, всякую от картошки, там вообще хоть кости куриные там, и так далее. Потом нажал на кнопочку, и все это перемололось и ушло в канализацию. На самом деле это очень удобно, потому что если ты органические все эти отходы выбрасываешь в мусорное ведро, его сразу не вытащил, то оно начинает немножко там попахивать. Вот. А это решает эту проблему. Но единственное, что советуют, не кидать туда капусту. Она на самом деле вся измельчается, и все это уходит нормально, но от нее неприятный запах будет. Вот. Такой замечательный прибор себе, кстати, тоже хочу установить. Варочная панель небольшая, индукционная. И у нее здесь встроенная вытяжка. Вообще, если честно, я, ребят, так вот для себя понял, что 11 лет мы прожили в квартире, где была установлена декоративная вытяжка, мы ее включали буквально 2 раза. Если ты немного готовишь, то она в принципе не очень нужна. Но здесь придумали филигранное решение, просто установили варочную панель уже со встроенной вытяжкой. К сожалению, вам не могу продемонстрировать, потому что нужно поставить специальную посуду, и когда только она начнет что-нибудь твориться, то тогда включается вытяжка. Ну, открывается вот такое вот отверстие, откидная крышечка, и мощный насос засасывает дополнительные там запахи с кастрюли или сковородки. Установлена техника Gaggenau, в частности кофемашина. Вот здесь пока временно установили, потому что есть проблемы с поставками, чтобы не было пустого пространства, но сюда тоже приедет микроволновка Gaggenau. Ну, на эту компактную кухню поместился еще и винный шкаф от компании Liebherr, плюс холодильник и морозилка. Вы скажете, что этого недостаточно? А для этого есть специально дверь на техническую кухню. Заходите. Очень мне нравится вот такой вариант решения с планировкой. Техническая кухня отдельная, тоже с большой площадью приготовления. Вот. Здесь, на удивление, поставили тоже всю технику Gaggenau. Обычно на технической кухне ставят что-нибудь попроще, не знаю, типа Bosch там и так далее. Вот. Здесь и варочная панель Gaggenau, и духовой шкаф Gaggenau. Ну вот единственная микроволновая печь Cooper's Bush, но тоже элитный бренд. Очень здорово то, что есть отдельный выход с улицы, то есть шеф-повар может сюда прийти, все приготовить, накрыть на стол и также незаметно ретироваться. Ну и этой кухней также может пользоваться и хозяйка. Вполне удобно будет, соответственно, зайти ей с основной кухни. Здесь спокойно за закрытой дверью все приготовить. Никакие запахи уже отсюда в жилое пространство не перейдут. Вот, и позвать уже своих домочадцев на прекрасный семейный обед. Здесь уже установлены 2 больших холодильника-морозилки, то есть получается вот на этом пятачке аж 3 холодильника-морозилки. Больше, чем достаточно для такого дома. В этой части организована столовая зона, большой не раскладывающийся стол. Сейчас установлено 6 посадочных мест, но по сути можно по одному еще с каждой стороны добавить и по краям еще по одному месту. То есть получится в общей сложности 10 посадочных мест вполне комфортной рассадки. Над столом интересный светильник, не знаю, что это такое, похоже, да, то ли дерево, то ли металл, какие-то облака или волны. В общем, прикольно смотрится для современного интерьера, очень даже. Ну и с точки зрения вот всякого декора, видите, какие-то такие кувшинчики, такая вот деревянная штучка, книжечки еще дополнительно. Вот он, home staging в самом его, что называется, перфекционизме. Интересный, я сначала подумал, подсвечник, и действительно вот сюда можно вставлять свечки, но если эти штучки снять, то туда наливается вода, и можно какие-нибудь цветочки поставить. То есть и ваза, и подсвечник в одном лице. И вот оно, панорамное остекление на участок, выход через эту дверь на террасу, как раз тоже удобно проносить продукты. То есть 2 стола, один внутри, один снаружи. И теперь внимание, мы в своих домах везде предполагаем возможность установки электроприводов для штор с высотой потолков 3,5 метра, как здесь. Это очень важно. Но
Если управлять им с пульта, то пульт где-то может потеряться, вешать его стационарно тоже лишний элемент на стене совершенно не нужно. Поэтому очень рекомендую функцию Touch Motion, то есть берем вот за вторую складку, вот так вот чуть-чуть дергаем, оп, и все, они сами закрываются. По-хорошему, с такой системой пульт особо даже и не нужен. Шторы практически формируют blackout, то есть не видно солнечного света. Чтобы раздвинуть, соответственно, тоже берем вот в этом месте, чуть-чуть дергаем, и все, они сами открываются. Таким образом, шторы выполнены во всех помещениях. В этом модуле находится диванная ТВ-зона. Она очень прикольная тем, что у нее есть целый угол остекления. Садишься вот так вот, опа, у тебя здесь природа, там природа, еще птичек красивых показывают. Ох, не жизнь, а малина, вообще шикарно просто. И очень мне нравится то, что разделены две зоны. Есть, получается, ТВ и зона у камина. Камин двусторонний, как в большинстве проектов от этого застройщика. И получается, что его можно наблюдать со стороны гостиной и со стороны бассейна. Тоже оригинальное решение, можно сказать, это фирменная фишка этого застройщика. Сам камин отделан мрамором, смотрится очень благородно. Все аккуратно сделано. Стыки всех этих углов и часть пола сделана тоже из мрамора. Это как раз в целях безопасности. Плюс очень тоже здорово сделаны такие вентиляционные решетки снизу и сверху. Это нужно обязательно для того, чтобы камин не перегревался. От него в любом случае исходит тепло. Ну и вот такие аксессуары в виде дровницы. То есть взял себе охапочку, там принес откуда-нибудь из складского помещения, и вот, собственно, на одну растопку тебе хватает. Можно парочку таких забрать. Вот. И тоже обратить внимание на декор. Такие барельефы, картины в формате 3D, некая абстракция, но задает какую-то глубину интерьеру, но при этом на себя не очень много отвлекает внимание. Классное решение. Друзья, кто-то из коллег говорит, что камины умерли, что они не используются, то есть есть некий гештальт, который человек один раз вот закрыл, вот пару раз его растопил и забыл. Вот я себе сейчас планирую дом, и я обязательно буду делать себе камин, потому что, во-первых, я просто люблю огонь, и я уверен, что я им буду пользоваться. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, нужен ли камин в частном доме, или это такой стереотип, которым на самом деле никто особо не пользуется. Ну, через камин вы уже увидели, что там есть бассейн. Пойдемте его и посмотрим. Шикарное помещение с видом на участок. Бассейн в длину примерно 8 метров. Давайте это проверим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5. Ничего себе, почти 10 метров. Есть собственный выход через эту дверь на участок. Вот, плюс, опять же, электрические. Но здесь уже не шторы, а именно тюль. Немножко можно будет закрыться, чтобы ничего не видно было, но при этом оставался свет. В этой части установлен технический люк для обслуживания оборудования бассейном. Очень удобно, потому что не надо делать никакие дополнительные лестницы снаружи. Бассейн переливного типа, то есть он наполняется водой, она переливается через край и, соответственно, через решетки уходит обратно в систему фильтрации. Два лежака стоят. Вот, можно еще дополнительно поставить. Тот самый камин, который мы уже видели из гостиной. Я представляю, как ты вечером так спокойненько плаваешь по бассейну, смотришь, как горит огонь в камине. У тебя там сумерки на улице. А еще можно включить дополнительно вот такую water feature, называется, фонтанчик. Ну, давайте пока отключим. В бассейне установлен противоток, про него вы уже достаточно много знаете и часто его мы показываем. Здесь за этой дверью находится санузел, она же раздевалка и душевая. Тоже очень удобно сделано. Вот закрылся, принимаешь душ перед бассейном, после бассейна. И две душевые зоны, то есть можно вдвоем сразу одновременно принимать душ. Подвесной шкафчик, сюда вешаются халатики, можно положить полотенчики и так далее. Места вполне достаточно для того, чтобы было удобно переодеваться. И последнее помещение в спа-зоне – это сауна. Смотрите, как здорово, когда есть подсветка, причем много контуров, то есть раз, два, три.
Вот. Плюс еще стена, выложенная из гималайской соли, тоже подсвечивается. Здесь обычная электрическая печка, человек 5 может спокойно поместиться. Что необычно для сауны, вывели сюда кран с душем. Обычно мы видим кран в хамаме, там влажность, там в принципе много воды. Вот. Ну, когда у тебя установлена электрическая печка, мне сложно представить, для чего ты можешь это использовать. Просто насколько я знаю, в финской сауне с электрической печкой особо не поливают камни, не принято это. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, нужен ли кран в сауне. Стены обиты канадским кедром, на полках абаш, частое сочетание, которое мы видим. Я тут, кстати, залез в интернет и посмотрел, что из себя представляет абаш. Оказалось, это африканский дуб, вот, то есть реально очень красивые деревья, и производят это дерево в Камеруне, в Конго, то есть достаточно далеко, поэтому оно и дорого стоит. Рядом с бассейном находится еще одно помещение, оно пока что свободного назначения, но по дизайн-проекту здесь нарисованы тренажеры, то есть по сути это тренажерный зал. Его можно использовать и по-другому, потому что оно находится на первом этаже, это может стать отдельным кабинетом со своим входом, можно организовать даже, наверное, еще одну спальню. Хобби-комната, в общем, то, как мы это называем, помещение свободного назначения. Будущий собственник, в зависимости от конфигурации своей семьи, выберет правильное назначение именно для него. Но если это будет спортзал, то здесь уже предусмотрены в полу розетки для подключения тренажеров. Поставил беговую дорожку, какой-нибудь там велосипед, подключил там телевизор и так далее. С первым этажом мы наконец-то закончили, посмотрели все помещения, и теперь двигаемся на второй этаж. И сделаем мы это по лестнице, которая находится в холле, ее вы уже видели. Чем она хороша? Ну, во-первых, та самая вечерняя подсветка, включается она по датчику движения. Специальные светильники, которые светят только на ступени, и не видно источник света, он вас не слепит. Лестница сделана из металлического каркаса, такой буквой «Г». Положены толстые дубовые ступеньки, ограждение из стекла, безопасно, и при этом выглядит все это воздушно. Для двусветного пространства это очень важно. Если здесь бы стояли какие-то сплошные ограждения, это бы смотрелось громоздко. Шпанированные панели по всей стене. И есть отдельные еще световые элементы, подсветка тоже очень аккуратно сделана. Очень теплый свет, ближе уже к такому золотистому, то есть издалека кажется, что в принципе это такие латунные или даже золотистые вставки. Вообще по всему дому здесь очень теплый свет и цветовые оттенки, это касается и тонировки стекол, да, и как раз теплоты света. Это добавляет дополнительный уют. И тоже обратить внимание на люстру. Очень сложно выбрать люстру для двусветного пространства. Мне кажется, здесь удалось прям вполне хорошо ее сюда вписать. Очень сложно с деревянными лестницами, особенно когда она приходит на второй этаж, обыграть вот эту последнюю ступеньку, которая является полом второго этажа. Здесь очень оригинально сделали, то есть по сути идет большой толстый брусок, который выкрашен в тот же цвет, что и инженерная доска. И он обрамляет периметр, ну и дальше уже идет инженерная доска. Все ровно сделано, здесь угол 45 градусов, выглядит шикарно. При этом вот эта часть не отличается от ступеньки практически. Еще одно преимущество расположения второго света в зоне холла – это то, что мы, попадая на второй этаж, оказываемся на площадке, которая достаточно компактная и сразу является связующим звеном во все спальни. То есть она небольшая. Если бы сюда приходила какая-то внутренняя лестница, ну это был бы колодец, да, и это смотрелось бы не очень. А так, с учетом второго света, шикарное решение и очень оптимальная планировка. Начнем мы просмотр помещений с главной спальни, точнее с мастер-блока. Это целый отдельный блок, отдельное крыло. При входе попадаем в свой собственный коридор. Здесь несколько помещений находится. Первое помещение своего кабинета, то есть это именно хозяйский кабинет, который находится в мастер-блоке, и не предполагается, что сюда будут заходить гости. Но вы помните, было еще помещение на первом этаже, где предполагается расположение фитнес-зала, но там можно сделать как раз гостевой кабинет и принимать гостей. Кабинет очень светлый, тоже с панорамным окном. Сейчас солнце вышло как раз с этой стороны. Вообще, мне кажется, шикарно сидеть. Вот он,
столик, он небольшой, но можно и побольше стол поставить. Здесь помещение абсолютно точно позволяет. Сделали компактно, минималистично. Дальше хозяин может что-то под себя изменить. Обратите внимание, что даже в кабинете хомстейджинг, картины, различный декор на полках. Все гармонично и не чрезмерно, скажем так. Пойдемте дальше. Стены в этом коридоре благородно отделаны шпанированными панелями. И дверь со скрытой коробкой, которая тоже сделана из такой же панели. Ведет она в гардеробную. Гардеробная на двоих в данном случае. Ну, кстати, кабинет, если вдруг он переедет на первый этаж, можно переделать в дополнительную гардеробную. Здесь получилось 2 ряда шкафов, но нельзя сказать, что это, например, мужская, а это женская, потому что здесь по функционалу все разное. Например, вот эти столики, да, вот как раз здесь может быть там мужская часть аксессуары, а может быть женская. Если мужчина не разжился своими аксессуарами, то, естественно, жена все займет. Много интересных тоже вот этих фурнитурных решений. Вот, все это вот так выдвигается, вешается. Собственно, можно за счет этого разместить больше вещей. Комод, много ящиков. Опять же, те же самые полочки для обуви, которые мы уже видели. Очень интересный формат ламинации, похоже на ткань, но это не ткань. Ткань, на самом деле, не самое долговечное и практичное решение, поэтому в этом случае выглядит здорово и практично. Ну и шкафчики с зеркальными дверцами, которые выполняют 2 функции. Они являются шкафчиками, плюс можно на себя здесь посмотреть. Очень удобно. Чуть-чуть разноображивает интерьер вот эта интересная люстра в виде китайской шляпы и желтый пуфик. Вот. Не знаю, зачем, правда, он здесь посередине нужен. Ну, пока что выглядит прикольно. Кстати, что, примерять обувь можно тоже здесь. И дальше вышел, посмотрелся на себя и пошел. Что ж, двигаемся дальше. За этой дверью пока все еще не мастер спальни. Это мужской туалет. Он более аскетичный. Выполненная столешница и встроенная раковина из мрамора. Тем не менее, для мужчины тоже большое зеркало с подсветкой, множество ящиков и поверхностей, куда можно расставить всякие аксессуары и принадлежности. И шикарная душевая, которая просто вот так же вошел, даже никаких ограждений не нужно. Тропический душ, обычный душ, полотенцесушитель, все, что надо. И, наконец-то, я могу вас пригласить в мастер-спальню. Добро пожаловать! Я вас часто спрашивал, как ставить кровать к стене или к окну. Но если в спальне вот такое огромное окно, то, конечно же, кровать нужно ставить с видом на лес. Это однозначное решение. Просторное помещение, очень светлое, тоже выполненное со всеми элементами декора. То есть на кровати и подушки, и одеяло, даже какая-то малая архитектурная форма здесь стоит. Вообще вот такие элементы уникальные, интересные, придают определенный эмоциональный заряд помещению. Над изголовьем кровати какие-то вот такие штуки тоже. Получается, интерьер имеет теперь свой характер. Кровать большая, 2-метровая. Здесь пока еще не хватает тумбочек, но они обязательно сюда доедут. При кровати пуфик. Удобное место тоже, чтобы раздеться. Здесь как раз хватает пространства. Ну и если вдруг кому-то понадобится телевизор, его можно всегда установить в этом месте. Вот. Сейчас есть рулонные телевизоры, которые, будет вот такая небольшая тумбочка, и, соответственно, когда надо, он будет у тебя так разворачиваться и выезжать, при этом не закрывая вид. Ну а тем, кому телевизор не нужен, в этой комнате, как и во всех других спальнях, плюс в гостиной, в бассейне установлена система мультирум, представляет собой вот эти вот колонки, соответственно, к которым ты подключаешься и слушаешь свою музыку. По длине всего окна установлен широкий внутрипольный конвектор, то есть здесь однозначно будет тепло. Ну и он не выбивается, потому что действительно прям огромная длинная решетка от края до края. Место для чтения, кресло с лампой в кожаной оплетке. Круто. И впереди нас ждет самый главный санузел в этом доме – женский примастер-спальня. И вуаля! Отдельно стоящая ванна напротив панорамного остекления. Решение, которое мы часто видим в домах, да просто потому, что оно востребовано. Действительно, девушкам, женщинам очень нравится, когда ты лежишь и смотришь на участок, особенно если тебя ниоткуда не видно. Вот. Здесь сплошная зелень, никакие соседи тебя не видят. Но даже если ты вдруг стесняешься или кто-то из знакомых у тебя там, например, на участке, берешь, дергаешь шторы,
и полностью закрываешься от всех. Сейчас нам стесняться некого, поэтому раз и открываем. В этой части санузла расположен отдельный, скажем так, кабинет, биде, унитаз, умный причем тоже, за отдельной дверью. Тоже часто встречается именно такое решение, когда за отдельной дверью это делается. А здесь за отдельной дверью целая душевая, огромная комната, просторная. Очевидно, что теплый пол, но им никого не удивишь. А вот сидушка с подогревом и стена с подогревом. То есть можно сидеть, мыться одновременно. Ну и за счет того, что здесь стеклянные перегородки, через них и через окно видно природу. Поскольку при спальне 2 санузла, то здесь достаточно будет одной раковины. То есть муж и жена в разных санузлах там чистят зубы, друг другу не мешают. Встроенный в стену смеситель, тоже часто мы это видим. И здесь же в единую столешницу интегрирован еще и туалетный столик с зеркалом. Хозяйка дома в своем собственном пространстве имеет все возможности для того, чтобы выглядеть просто прекрасно. Ну что, идем дальше по кругу. За этой дверью находится постирочная, она здесь на 2-м этаже. Удобно, потому что, по сути, все белье и скапливается на 2-м этаже. Все со всех комнат взяли, все сюда принесли. Уборщица сюда пришла, постирала, здесь все разложила, грязное белье, чистое белье, много различных полок. Все сразу уже продумано, здесь гладильная доска, гладильное оборудование. Дальше тут еще какие-то полки. В общем, помещается сюда много-много всего. А здесь уже Аска, наша любимая, которая с водой очень хорошо дружит. Шведская фирма элитного уровня. И вот так закрывается, и этого не видно. Но очевидно, что в постирочной обязательно должна быть еще и раковина. Отличная, просторная постирочная, можно брать в качестве примера. Еще одна спальня, которая выходит окном на задний двор. Это уже подростковая комната, но без четкого гендерного различия. То есть она может подойти как молодому человеку, так и девушке. Вот пример, как можно заслонить окно легким тюлем. Уже меньше просматривается, но тем не менее поступает свет. Здесь рабочее место прямо напротив окна. Обратите внимание, все продумано с точки зрения размещения. Очень удобно, разные ящички есть. Сюда можно поставить телевизор. Пока что поставили сюда картину, но, пожалуйста, все выводы, все розетки есть. И уголочек для чтения. Очень интересное кресло. Вот, кстати, кружится. Очень удобно, прикольно. Ребят, вообще этот дом выделяется с точки зрения фитодизайна. Множество различных растений, такие достаточно большие деревья стоят. Очевидно, за ними нужен уход, но я думаю, что здесь выбраны именно те, которые требуют не так много ухода. Ну, посмотрите, как ярко теперь становится, и как раз они и добавляют уюта. И за этой дверью санузел при спальне. Здесь установлена ванна и большая душевая. Тоже закрываемся и спокойно принимаем душ. В остальном этот санузел достаточно стандартный, за исключением окна. Можно видеть дополнительные вот такие вот элементы. На самом деле это электрическое окно, то есть окно с электрическим открыванием. Дело в том, что стоит ванна, туда пробраться очень сложно, и каждый раз ходить там открывать окно будет неудобно. Для этого сделали вывод: 2 кнопочки на стене для открывания и закрывания. У входа забыл вам показать гардеробную комнату, просторная с 2 сторон, много всяких разных ящиков и огромное зеркало, собственно, в которое можно перед выходом посмотреться на достаточно большом расстоянии. Еще одна спальня, причем не последняя на этом этаже. Уже с проходной гардеробной, все закрыто фасадными дверцами, поэтому выглядит очень шикарно и достойно. Эта спальня расположена над гостевой комнатой, то есть также она смотрит на переднюю часть участка. Тоже с большим панорамным окном, все это зашторивается, шикарная кровать. А вот здесь хочу как раз обратить внимание на кровать, у которых изголовье выходит за часть кровати и приходится устанавливать выключатели прямо в спинку. Тоже достаточно аккуратно, то есть есть все выключатели, чтобы можно было управлять светом. Смотрите, тоже в одном подрозетнике делается обычная розетка, USB и USB-C тоже появилась. Конечно же, свой санузел и при этой спальне, уже без ванны, но, как и везде, с очень удобной душевой.
Друзья, я не знаю, сбились ли вы со счету, но у нас еще одна спальня на втором этаже. Уже 5-я, между прочим. Давайте сразу заглянем, как здесь устроен модуль проходной гардеробной, который ведет в свой санузел. Вообще вы поняли, да, что здесь самые разные варианты компоновки спальни с гардеробной и с санузлом. Есть и такие, и проходные, и абсолютно разные. Каждый санузел с небольшими нюансами, но везде все очень достойно выглядит. А здесь мне, например, очень нравится плиточка, очень выглядит уютно. И мы видим разные виды ограждений. Здесь оно не стационарное, а складывается гармошкой. То есть можно его убрать, а можно вот так выдвинуть. То есть принимаешь душ, разложил ее. Принимаешь просто ванну, сложил, все, она тебе не мешается. Очень здорово. В самой гардеробной комнате разместить зеркало не получилось, но зато его поставили здесь прямо напротив двери, то есть ты открыл дверь и в него смотришь издалека, то есть примеряешь себе одежду. Очень здорово. Так, и сама спальня. Здесь такое ощущение, что дизайнер немножко устал от скучных тонов и решил немножко дать побольше красок. При этом обратите внимание, что вот этот яркий желтый цвет, он на самом деле существует вот здесь вот в кресле, в картине, да, там в тумбочках, и в принципе его легко можно заменить, если вдруг кому-то не понравится. Это такая больше ребяческая комната, детская, но при этом все тоже очень со вкусом сделано. Комната очень светлая, но сейчас солнце буквально через несколько минут там зайдет за деревья и будет уже не так ярко. И шикарный рабочий стол. Длинный, то есть можно и компьютер поставить, и отдельная часть, где можно заниматься. Формат таких полок, библиотеки, но тоже все не тривиально сделано, под углом. То есть чувствуется работа дизайнера однозначно вот в каждом помещении и в каждой детали в этом доме. Из технических помещений, которые я бы хотел показать, это котельная. Она находится с входом отдельно с улицы. Из дома в нее пройти нельзя. И тоже, посмотрите, это рай перфекциониста. Каждая труба на своем месте, насосная группа, все настолько ровненько, чистенько, как в операционной, по сути. И тоже грамотно все распланировано. Да и то, что входа нет со стороны дома, это правильно, потому что если все настроено в котельной и хозяевам нет необходимости в ней что-то входить, там, нажимать, настраивать, то, по сути, в котельную будут попадать только обслуживающий персонал или специально приехавшие сюда инженеры, и попадать в ней будут отдельно с улицы через эту дверь, не беспокоя хозяев. Последнее помещение, которое у нас осталось, это блок для обслуживающего персонала. По сути, двухкомнатная квартира, небольшая кухня-гостиная, доступ, как вы помните, с лестницы отдельно, который внешне идет, две комнатки, очень уютные, при этом тоже они с фасадным большим остеклением, шкафчик, телевизор можно поставить. Вторая комната, что важно, зеркальная и абсолютно идентичная. То есть, если будет два разных человека, то они будут понимать, что они в одинаковых условиях находятся и не будут с этим спорить. И санузел. Здесь все стандартно. Стиральная машина и душевая кабина, унитаз. В общем, все то, что должно быть в блоке для обслуживающего персонала. Друзья, мне очень повезло, я выловил Викторию. Виктория у нас представляет компанию Choice Estate, которая, собственно, и застраивала этот дом. Вика брокер у нас, и она работает непосредственно с покупателями, предлагает им дома. Вик, я тебе буквально пару-тройку вопросов задам. Первый вопрос. Вот мы находимся в Жуковке, да, по сути, это деревня, неохраняемый поселок, да, хоть это и самая богатая деревня, но тем не менее. Расскажи мне портрет покупателя, почему его привлекает вот такая локация? Локация Жуковка привлекает часто клиентов, которые не нуждаются, да, в дополнительной охране, как во многих поселках, где за это берется 30, 50 и 100 тысяч. Вот. Плюс, конечно же, Жуковка у нас знаменита вековыми соснами, близостью к Москве. А также здесь у нас есть Москва-река. А как далеко? Буквально 2-3 минуты пешком прогуляться. Пешочком, да, 200 угу. метров. То есть вы вечером спокойненько можете пойти прогуляться
полюбоваться красотой. И также, хоть это и близость к Москве, здесь очень тихо. Расскажи, пожалуйста, вот что сейчас происходит на рынке? Ты достаточно много общаешься с потенциальными покупателями. И вообще, какой, может быть, ты дашь им совет? В данный момент, конечно, рынок очень активен. Что бы я посоветовала? Если вам нравится дом, не затягивать, потому что дома уходят очень быстро, не выйдя в рынок, как вы знаете. Поэтому, конечно же, посмотрели, понравилось, модно, качественно, красиво, нужно брать. А конкретно по этому дому, у тебя было несколько показов по нему. Вот на что больше всего реагируют потенциальные покупатели? Там, назови, не знаю, пару-тройку моментов, которые прям вот вообще вот влюбляют их, и они испытывают классные эмоции. Конечно же, когда ты попадаешь в дом, вот эта вот невероятная высота потолков, простор, второй свет, конечно, он сразу же подкупает. Потом, когда ты проходишь по спальням, все спальни очень большие, крутая планировка, в каждой спальне санузел, гардеробная. То есть, конечно же, это огромные плюсы, он светлый, просторный, много воздуха, это важно. Супер. Я тебе желаю, конечно же, побольше продаж. Друзья, представляете, какие классные у нас брокеры на нашем загородном элитном рынке работают. Еще вот с такими собаками. Как, кстати, зовут ее? Моника. Очень приятно. Да. Приходите к нам в дома в наши. Будем рады вас видеть. Друзья, этот дом на момент съемок продается, цена его указана на обложке и в заголовке выпуска, но я вам советую поторопиться, если он вас заинтересовал, прямо сейчас напишите мне на alex@veska.ru, я вам вышлю презентацию. Сейчас идут активные показы, соседние два дома были проданы буквально за 1,5 недели, и сегодня аж 4 показа намечено. Но в любом случае, даже если этот дом будет продан, я попрошу вас дать более подробные требования того, что вы ищете, и привлеку профессионального брокера, он сделает подбор. Если на рынке сейчас домов, отвечающих вашим требованиям, нет, то будем мониторить рынок, как только что-то новое появится, вы об этом узнаете первыми. Оставляйте любые комментарии к этому выпуску, я на все комментарии по существу отвечаю лично. С вами был Алексей Аверьянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.